Актуальность моего проекта заключается в том, что человечество в ходе своего использования космоса начало засорять. И создавшийся космический мусор представляет большую проблему для нашего дальнейшего использования космоса и также для проживания на Земле. Поэтому идея проекта заключается в том, чтобы разработать многофункциональный аппарат, который смог бы бороться с космическим мусором и решать другие поставленные перед ним задачи. Космический мусор – это все искусственные неисправные объекты, находящиеся на орбите. Со времени начала космической промышленности на орбите скопилось огромное количество мусора. Его траектории высчитывают две страны. Это Россия и США. Создают специальную базу данных, в которых они заносят траекторию мусора и составляют по ней таблицы. На примере солнечной батареи станции «Мир» мы можем увидеть повреждения при столкновении с космическим мусором. Также космический мусор представляет угрозу и для Земли. Здесь мы можем наблюдать видео падения российского военного спутника «Космос-24-21» в 2008 году. Он упал на территории Мексики. Также вот в 2008 году китайцам пришлось уничтожать свой спутник, у которого на борту было 400 килограмм гептазина, он мог упасть. А вот в 1978 году наш советский спутник «Космос-954» с атомным реактором на борту упал на северо-западную часть Канады, из-за чего СССР пришлось выплатить Канаде $3 миллиона в качестве возмещения. Возможность того, что космический мусор упадет в какой-то жилой области, высчитывается 1 к миллиарду. Но вот в 1979 году обломок американской ракеты упал в Австралии и убил корову. Тем самым космический мусор представляет угрозу проживания на Земле. На данный момент вариантов убрать мусор с орбиты несколько вариантов. Первый – это самоочищение. Мусор постепенно сгорает в плотных слоях атмосферы, но за год мы создаем больше мусора, чем его сгорает. Мусор можно эвакуировать с орбиты при помощи космических кораблей, но это экономически невыгодно. И также вот имеется вариант уничтожения. Спутники, которые представляют опасность для Земли, мы можем уничтожать. Для Земли это гарантирует безопасность, но это только повышает количество мусора на орбите. И объекты, находящиеся на геостационарной орбите, это орбиты, на которой искусственный объект находится над одной точкой Земли, представляет важность для нашего использования космоса. Поэтому объекты, у которых истек срок использования, с геостационарной орбиты переводятся на орбиту захоронения. Такая функция работает только для объектов, находящихся на геостационарной орбите. И британские ученые предложили использовать мусоросборник. Их идея CubeSail заключается в том, чтобы использовать солнечный парус для остановки мусора. Мы предлагаем специальную конструкцию многофункционального аппарата, который сможет нам бороться с космическим мусором и решать другие задачи. Здесь мы видим рисунок аппарата. Аппарат при помощи манипуляторов будет захватывать мусор и отправлять его внутрь корабля, где мусор будет подвергаться утилизации. И здесь мы можем наблюдать эскиз аппарата. Здесь вот эскиз внутреннего строения аппарата. И перед вами рисунок манипулятора, на нем будет установлено оборудование, которое позволит ему захватывать мусор и также заниматься ремонтом или демонтажем спутников. Здесь я хотел бы показать функцию, работу некоторых отсеков аппарата. То есть аппарат будет захватывать космический мусор и переправлять его в первый шлюз. Дальше при помощи своеобразного турникета мусор будет отправляться в прессовую камеру. Когда в прессовой камере сопряжется определенное количество мусора, пресс будет включаться, и мусор будет прессоваться в блоки. Дальше эти блоки будут перемещаться в отсек хранения. Также у меня имеется видео на собранной мной из Лего модели, но видео находится на сайте, а здесь мы видим, так сказать, иллюстрации. Поскольку 64% мусора созданы при помощи из-за сломанных спутников, то главной функцией нашего аппарата будет демонтаж старых спутников. Аппарат будет подлетать как объектор
Ну, и первым делом демонтировать из него полезный или опасный объект. Также наш аппарат сможет осматривать спутники и заниматься их ремонтом. Если аппарат не сможет починить спутник, то он будет перемещать его к МКС. В заключение я хотел сказать, что вот космический мусор представляет для нас проблему. Я предлагаю специальную конструкцию аппарата, который смог бы нам помочь в решении такой проблемы и многих других. И все-таки человеку нужен космос, потому что именно в нем мы найдем новые территории и новые ресурсы. А наша орбита — это как первая ступень к использованию космоса, и ее нельзя загрязнять. Спасибо за внимание.